Лодка из фанеры и стеклоткани сгниет через 1 год. Да это стопудово. Да ну нахрен такую лодку делать. Подожди, так я же сам такую лодку делаю. И 5 лет гарантии даю. И значит, она не гниет. Я просто уверен в этом. Конечно, место имеет быть то, что она может загнить. Но это зависит от многих факторов. Начнем делать бортолодки. И начнем мы с черчения. Нам необходимо для того, чтобы начать чертить борта, значит, сама фанера длиной минимум 3 метра 36,5 сантиметров. И шириной минимум 90,5 сантиметров. В моем случае эта фанера 3 метра 60 с чем-то сантиметров хватает. И ширина в нее получается 90,5. Это значит на 2 куска. Если у вас не будет такой фанеры, то минимум ширина должна быть 45,5 сантиметров. Первым делом будем отмерять 25 сантиметров от этого края. Вот так вот смотрим, да? 25 сантиметров отмерили. Точку поставили. И сейчас на этой фанере мы протянем линию, которая будет на расстоянии от края до центра 25 сантиметров. Если у вас не получается так тянуть, как у меня, вот таким вот способом от руки, тогда смело берем длинное правило, отмеряем 25, 25, ставим и протягиваем без проблем. Итак, шаг номер 2. От этой линии, которая на 25 сантиметрах расстояния у нас, в сторону края фанеры мерим 242 миллиметра. Значит, 24 сантиметра и 2 миллиметра. И делаем отметку. Получается, от этой линии сюда 24 сантиметра 2 миллиметра. Значит, 11 сантиметров и 7 миллиметров. Отсюда до сюда 24,2 миллиметра, отсюда до сюда 11 сантиметров и 7 миллиметров. Следующий шаг. От этой точки, которая идет от этой линии первой, 11 и 7 миллиметров, от нее отмеряем 37 миллиметров в сторону, к центру фанеры 37 миллиметров. Вот это вот расстояние, вот, 37. Значит так, еще раз повторяемся. От этой линии мерим 24,2 миллиметра, ставим точку. Затем отсюда мерим 117 миллиметров, точка. И от этой точки влево 37 миллиметров. Получилась такая точка. Будем соединять эту точку, которая получилась, с точкой, которая на расстоянии 24,2 мм от центральной линии. И соединяем. От этой точки будем отмерять по 20 сантиметров вот такими вот кусками. И их будет 16 штук по 20 сантиметров. Значит, берем рулеточку и просто делаем отметки. 20, 40, 50, 80, метр. 1,20 м, 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м, 2 метра, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80, 3 и 3,20. Вот такие размеры. Значит, получается, от этой точки мерим 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. И такие же размеры перетянем на первую линию. И затем протянем такие вот линии. 20, 40, 60, 80, метр, метр 20, метр 40, метр 60, метр 80, 2 метра, 2,20. 2,40, 2,60, 2,80, 3 и 3,20. Точки мы отметили, значит, по этому краю по 20 сантиметров. И так же само по этой линии тоже по 20 сантиметров. Ставим
И будем соединять эти точки. Просто не боимся и соединяем. Потому что по полученным линиям будем уже отмечать размеры и чертить дальше борта лодки. Напомню, борта 6,5 мм фанера для бортов, для днища 9 мм. Кто-то использует фанеру на 3 мм. И в принципе, это почему бы и не использовать ее, да, это экономнее получится. Я сам не плавал на лодке, которую делали из 3-миллиметровой фанеры. Насчет прочности ничего не могу сказать. А на такой лодке я сам ходил, плавал. Пишите в комментариях, как правильно, ходил или плавал на лодке. На кораблях ходят в море, а на лодках бегают, что ли. На такой лодке я отплавал 5 лет и не знал проблем. И чего только не было. И в камни заезжали, и в коряги какие-то, и на мель садились. И за 5 лет ни разу ее не подкрашивал. И затем лодку продал. Это не эту лодку продал, которая вот сейчас на видео. Первую лодку свою я уже продал где-то лет так 5, наверное, назад. Да. И я надеюсь, что лодка до сих пор радует своего владельца. И на данный момент той лодке 10 лет, что-то такое. Было бы интересно созвониться и съехать снять обзор про такую лодочку, которой уже 10 лет. Ну там, конечно, качество было на высшем уровне. Эпоксидная смола, все пропитано. На эту лодку мы будем использовать полиэфирную смолу. В принципе, она не хуже, но точно не лучше эпоксидной смолы, да? Как говорится, я всегда сравниваю. Эпоксидная смола это, допустим, это Майбах, а полиэфирная смола это просто Мерседес. Разве просто Мерседес хуже Майбаха? Намного. Навряд ли. Соединили. И у нас получилось что-то вот такое. Да. Сейчас мы будем скажем так, это ось X, это Y. Ну вот сейчас будем делать отметки в одну сторону и во вторую сторону, а затем уже соединим. И будем сейчас отмечать размеры, а потом это все дело вместе соединять. Отмеряю, точки ставлю на одной линии сразу. Вверх-вниз, вверх-вниз. Да? Так будет, наверное, проще вам понять. Тут все понятно. 129, 245, 248, 140, 249, 151, 248, 161. Если какой-то миллиметр уйдет туда-сюда, это ничего страшного. Все равно это все будет с лобзиком выпиливаться, потом будет шлифоваться. Так что не беда. Продолжаем. Конечно, чтобы не уходило бы там сантиметр, половина, да, допустим. Там миллиметр, 1,5 миллиметра, ничего страшного. 246, 170, 242, 179, 237, 186, 229, 192, 197, 219, 206, 201, 19 сантиметров, 20 сантиметров и 2 миллиметра, 17 сантиметров, 20 сантиметров и 3 миллиметра, 146 миллиметров, так, 201 миллиметров, 116, 198, 81, 194, 191. Со 191 пойдет в 0. Мы отметили и поставили точки по размерам. Сейчас берем по центральной линии, по оси X, как мы ее назвали, отмеряем расстояние 3 метра 36 сантиметров и 4 миллиметра. Но отмерять будем от этого места.
где пересекается эта линия, наша центральная, с первой этой линией. Значит так, мерим. У нас получается 2,5 сантиметра от этого края до этой линии. 2,5. Значит, будем отмерять 3 метра 36 сантиметров и 4 миллиметра. Значит так, отмерили отсюда до этой точки 2,5 сантиметра. И отсюда мерим 3 метра 36 сантиметров и 4 миллиметра. Получилось здесь, да? И помним, что там получилось 2,5 сантиметра. И значит, еще 2,5 сантиметра приплюсуем. Вот так. Так, вы поняли, да? Вот, расстояние 3 метра 36 сантиметров и 4 миллиметра получается отсюда. И идем. И до сюда. Тут таких больших изгибов нету, поэтому можно и не использовать рейку. Конечно, самое лучшее это длинная гибкая рейка. Но мы ее не будем использовать. Мы делаем так, с подручных средств, что у нас есть. Я на такой лодке ходил под мотором ветерок 12. Типа 12 конников. Но, правда, ветерок был 76-го года. И этих 12 коней давно уже превратились в 12 не знаю чего. Но я думаю, даже 10 коней, если поставить на эту лодку, и можно комфортно плыть. Только надо брызговики тогда делать обязательно. Иначе все будет залетать вовнутрь. Сейчас будем заводить лобзик и вырезать с этой прекрасной фанеры одну деталь. Итак, вы уже подписались на канал, молодцы, спасибо вам. Поставили лайк, вообще вы огонь. Включаем музыку и вперед. Ставим на второй лист и обводим карандашом, и по ним будем вырезать. Вырезанные детали ставим в сторону. Для этого нам необходима сама фанера 9-миллиметровая, длина которой будет минимум 309 сантиметров и 4 миллиметра и ширина 54 сантиметра. Дно лодки будет состоять из двух одинаковых кусков. Значит, нам нужно 2 такие фанеры. Если размер будет больше, это хорошо, но ни в коем случае не меньше. Ребята, если у вас будет стандартная фанера, которая не будет длиной 3 метра и 10 сантиметров, тогда вам придется склеивать 2 куска на ус. Если все-таки не найдете 3 метра и 10 сантиметров длинную фанеру, вы можете об этом смело написать в комментарии, и я вам обязательно вышлю инструкцию на вашу электронную почту. Итак, фанера нужной длины у нас есть. Сейчас с одного угла фанеры и второго угла фанеры отмерим длину 42,5 сантиметра вширь и поставим отметочки. И соединяем между собой заранее отмеченные метки, которые были на расстоянии 42,5 сантиметра вширь. Получилась такая линия от края фанеры 42,5 сантиметра. И сейчас от линии, которая у нас получилась, отмеряем 111 миллиметров, как показано на видео, и затем отступаем 13 миллиметров, тоже как показано на видео. И соединяем полученную точку с углом фанеры. Должно получиться так. 111 миллиметров оттянули вверх и 13 миллиметров в бок. Точка. И эту точку соединили с углом фанеры. Получилась такая линия. От этой точки отмеряем 309 сантиметров и 4 миллиметра этой линии, которая идет вдоль всей фанеры. От этого места, где пересекаются две линии, горизонтальная и вертикальная, начинаем отмерять по 20 сантиметров влево на нашей длинной линии, которую мы начертили первую. От точки будут следующие размеры: 20, 40, 60, 80, метр, метр 20, метр 40, метр 60, метр 80, 2 метра, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80, 3 метра.
Точки мы накидали по 20 сантиметров. И сейчас перпендикулярно самой первой, самой длинной линии будем отмерять от точек высоту такие расстояния. 112 миллиметров, 112 миллиметров, следующее тоже 112 миллиметров, потом 112 миллиметров, потом 113 миллиметров, 113 миллиметров, 112 миллиметров, 112 миллиметров, 110 миллиметров, 108 миллиметров, 105 миллиметра, 99 миллиметров и 89 миллиметров и 70 миллиметров. А сейчас начертим перпендикулярные линии в противоположной стороне и затем по ним выставим отметки. И опять от самой первой нашей линии отмеряем следующие размеры и ставим точки 353, ставим точку тут. 375, ставим точку, 393, ставим точку, 408 миллиметров, ставим точку, 41 сантиметр 7 миллиметров, точка, 42,2 точка, 422 миллиметра, точка, 415 миллиметров, точка, 401 миллиметр, точка, 380 точка, 350 точка, 311 точка, 260 точка, 198 точка, 125 точка и 41. Важный момент. С 70 входим в 0. 0 это где 3 метра, 9 сантиметров и 4 миллиметра. С 70 на эту точку. И потом со 125 идем на 41 миллиметр и 41 миллиметра входим в 0. Точки, которые у нас получились, надо вместе соединить. Самое лучшее это делать длинной и гибкой рейкой. Получилась вот такая вот красота. Когда все точки соединили, по полученным линиям вырезаем деталь днища лодки. Полученную деталь ставим на второй кусок фанеры, прикручиваем шурупами, чтобы деталь не ездила туда-сюда, пока мы будем выпиливать по ее контуру вторую деталь. Дрелью просверлим отверстие, чтобы начать пилить с лобзиком. Нам понадобится 9-миллиметровая фанера. Первый шпангаут, который мы будем чертить, в ширину будет 1,32 миллиметра. Поэтому на фанере отмеряем такое расстояние. Мы отмеряем 1,32 миллиметра. 1,32 миллиметра делим на половину, получаем 65 сантиметров и 1 миллиметр. И отмеряем 65 и 1. То же самое проделаем там, 65 и 1. 65 и 1 миллиметр. Если у вас нету длинной линейки, не переживайте, просто берем кусок фанеры, обрезок, который будет ровненький, и вот таким образом соединяем эти две точки. И это у нас получится ось, от которой мы будем уже чертить размеры. Первым делом отмеряем 50 сантиметров и 3 миллиметра от этой линии, то, что мы начертили. 50 и 3 миллиметра в одну сторону. Раз, два. Вот от этой Y-оси отмеряем 50 и 3 миллиметра в одну сторону. Вот так вот отмеряем, да? И сразу же отмерим во вторую сторону. То же самое. 50 сантиметров и 3 миллиметра. Гольничек поставили на отметке, протянули и 51 миллиметр отмечаем. Отметили. И сейчас эту точку будем соединять с нашей полученной точкой, да? Затем по нашей Y-оси отмеряем 41 сантиметр и 3 миллиметра. Значит, отсюда отмеряем до сюда 41 и 3.
И здесь тоже 41,3. Отсюда 41,3. Так вот, 41,3. Соединяем. Вот, все, соединили. Сейчас 270 миллиметров отмеряем по Y-оси вверх. Отмерили отсюда до сюда 270. Затем отсюда мерим 270 по краю. Втягиваем. Линия 270. Так, протянули линию. И получается, значит, у нас линия Y. И только что, которую линию притянули, вот перекрещаются они, да? От этого места, где они перекрещаются, 52 сантиметра, 2 миллиметра отмеряем в одну сторону и в другую. Check the mic and make sure it sound right, boys. Вот наша точка. Отсюда до сюда, до этой точки 52 сантиметра и 2 миллиметра. Соединяем с нашим радиусом. Здесь тоже возьмем радиус, сделаем 4 сантиметра. Оп. И 70 хоп. С Y оси по 80. 80. И 80. И можно сразу на вторую сторону тоже кинуть размеры. 80 и 80. И сразу их соединить. Так, хоп, хоп. Ну и с этой стороны проделаем то же самое. 40. 40. 40. И тоже 40. И берем нашу замечательную ниточку и протянули, да, и дорабатываем. Сейчас нам нужно здесь радиус сделать. Значит, для этого берем, протягиваем такую вот линию, видите, делаем продолжение этой линии. Так вот. И вот получилось, в одном месте пересекается эта линия с этой, и во втором месте с этой линией. Значит, наверху пересекается 7 сантиметров, отмеряем от пересечения, ставим точку, и внизу 1,5 сантиметра. От этой точки, которая от пересечения 7 сантиметров, перпендикулярно отмеряем 4 сантиметра. Ставим точку. Точку поставили. Вот так вот. Сделали. И от этих 1,5 сантиметра, то, что мы отмерили, тоже 4 сантиметра мерим сюда. Ставим точку. С этой точки будем делать радиус. Итак, один шпагмаунт мы с вами уже начертили. И сейчас мы будем чертить второй шпагмаунт. Всего их 3. Задний, серединный и передний. Итак, погнали. Первым делом отмерим 83,8. Потом отмеряем 41,9. Отметку поставили.
отсюда до сюда 41,9 и отсюда до сюда тоже 41,9. С этого угла наверх 41,7 отмерим. И с этого угла наверх 41,7. И эти две точки соединим вместе. 41,7, 41,7. По полученной линии отмеряем 41,9. 41,9. И сюда 41,9. То есть 83,8. Соединяем 41,9 точка с этой точкой, которая тоже 41,9. И получаем Y-ось, от которой будем чертить остальные все размеры. От нашей Y-оси, нашей Y-ось, отмеряем 275 снизу в одну сторону и в другую сторону. 275 миллиметров, естественно. Ставим точку и в эту сторону. 275. Следующий шаг. 275 отмерили, получили точку от Y-оси, да? Ставим угольник, протягиваем линию, чтобы она была бы перпендикулярная. Перпендикулярная этому углу и, естественно, параллельная Y-оси. И со второй стороны делаем то же самое. 275 миллиметров отмерили, угольничек поставили и линию протянули. По полученной линии отмеряем 109 миллиметров и ставим точку. И со второй стороны тоже отмеряем 109 миллиметров и ставим точку. Когда отмерили 109 миллиметров, поставили точку, от этой точки соединяем нашу Y-ось. Сейчас от этих точек соединяем с этими точками. С другой стороны. По X-оси от центра отмеряем 270 в одну сторону. Вот так вот. И во вторую сторону. Тоже 270 миллиметров. То же самое делаем внизу от центра. Меряем 270 миллиметров в одну сторону, 270 во вторую сторону. Значит, отсюда 270 и отсюда до сюда тоже 270. И соединяем вместе две точки. И с этой стороны отмеряем по полученным линиям 270 вверх. 270, 270 и 270. Соединяем таким вот образом. И сейчас по полученной линии отмеряем по 270 в одну и во вторую сторону. Вот у нас получились точки по 270. Отсюда до сюда 270 и отсюда до сюда 270. Нашел я кусочек такой вот ленты от шурупов вместе с шурупчиком. Будем его использовать как циркуль. Отмерил 4 сантиметра его сразу. Вот так вот вставляешь. Прекрасно получается. Помним. 270 точка. И от этой точки соединяем радиус. Контур я обвел, чтобы было лучше видно. Вот получилась такая вот деталь. Сейчас мы вырежем тут такие вот отверстия, чтобы опять облегчить деталь. Делать этого не обязательно, но я вам советую. Так, будем это делать в ускоренном режиме. Тут объяснять много не буду. Отмечаем, значит, 5 сантиков сюда, 5 сюда, 5 сюда, 5 сюда. Протягиваем линию, соединяя наши точки параллельно Y-оси. Так вот, хоп, так вот, хоп. Отсюда 6 сантиметров, 6 сантиметров, 6, 6. Тоже соединяем. Здесь тоже по 6. Тумсток, линейку, тумсток ставим перпендикулярно этой линии и отмеряем тоже 6 сантиков. 6, 6, 6, 6. Соединяем. Так, соединили. И будем делать радиус по 30. Отмеряем 30. Да, 30. И сюда 30.
Вот так вот. Тридцать. 30. Все. 30. В принципе, если не хотите заморачиваться ни с какими радиусами, то можете их и не делать. Можете просто так тупо и вырезать. Я заморачиваюсь. Может быть, этого и не стоит делать. Сейчас я это все дело обведу и посмотрим, какая получилась у нас прекрасная деталь. Два шпангаута мы уже начертили. Остался третий. Мы его начертим и начнем вырезать. Ставим лайк. Подписываемся наконец-то уже на каналчик наш. И можем прокомментировать, поделиться этим видео со своими друзьями, которые тоже в теме и любят лодки и самоделки и все остальное. Так что не проходим мимо. Ставим лайк, подписку. Спасибо за это. И начнем чертить заключительный шпагмаут для нашей прекрасной лодки. Следующий кусок фанеры нам понадобится таких размеров. Ширина 135 сантиметров и высота 46 сантиметров и 6 миллиметров. Отмеряем 135. 135 отмерили, делим на половины для того, чтобы очертить Y-ось, от которой будем уже исходить по размерам. Значит, 135 делим на 2, это получается 67,5. Отмечаем 67,5. Вот так вот. И с второй стороны то же самое делаем. Отмечаем 67,5 и соединяем полученные точки вместе и получаем Y-ось. 67,5. От нашей Y-оси мы отмерили 67,5. С второй стороны тоже 67,5 отмеряем. 67,5. И соединяем 67,5 здесь и там. Получаем линию. Отсюда до сюда 67,5 и там. Оттуда до туда 67,5. Следующий момент. 51,5 отмеряем от нашей центральной линии и в эту сторону 51,5. И с той стороны 51,5 и сюда 51,5. Точки соединяем. 51,5. Соединяем точки вместе. С этой точки, которая была 51,5. И эта вот линия получилась у нас, да. Отмечаем 76. То же самое, 76. Отметили. Соединяем нашу линию Y с этим 76 точкой. И вторую сторону. То же самое делаем. Затем отмеряем 52 сантиметра и 7 миллиметров. 52 и 7 миллиметров с другой стороны. И то же самое проделаем сверху. 52 и 7. 52 и 7. И соединяем наши точки. Соединили 52 и 7. И там 52 и 7. 52 и 7. И там точка 52 и 7. Линии. И сейчас на этой линии то, что получилось, отметим 300 миллиметров. Затем на нашей Y-оси тоже отметим 30. И на второй линии тоже отметим 30. И протянем линию, соединяя эти точки, которые мы отмерили по 30. Соединяем и 6 миллиметров. Отмечаем. На второй стороне делаем то же самое. 466 миллиметров. Делаем радиус. Ставим и крутим. Которая была у нас отмечена на расстоянии 466 миллиметров. Соединяем с этой точкой, которая на расстоянии 300 миллиметров.
И затем соединяем эти точки. Эту точку с этой точкой. И с этой стороны. Сейчас сделаем отверстие, которое нужно будет вырезать. Мерим 70, 70, 70, 70, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Как всегда, вот эта линия идет, да, и отмеряем 60 перпендикулярно ей. 50 и 60. И соединяем. Так, вот эту линию продлеваем. Так, от этого места, это вот с этой линии перекрестилось. От него отмеряем 4 сантиметра и затем 4 вниз. Получаем место радиуса, да? И вот крутим радиус. Полукруг получается. И надо соединить будет нам вот с этим местом, да? Соединяем. Check the mic and make sure it sound right, boys. Начертим транец, это задняя часть лодки, на что вешается мотор. И отшлифуем все детали в размер, которые ранее у нас были вырезаны. Это значит шпангауты, борта и днище лодки. Для транса нам понадобится померы шириной 1 метр 18 сантиметров и 4 миллиметра. Значит, ширина должна быть 1 метр 18 сантиметров 4 миллиметра. Значит, делим на половину. Получаем 59 и 2 миллиметра. Значит, с этой стороны 59 и 2 миллиметра. И оттуда тоже отмеряем 59 и 2 миллиметра. 59 и 2 миллиметра. От этого угла до этой точки 59 и 2 миллиметра. И от этого угла до этой точки то же самое. 59 и 2 миллиметра. Второй шаг. От Y к оси отмеряем 46 сантиметров. Отмерили 46 сантиметров и ставим точку. Отсюда до сюда 46 сантиметров до этой точки. И от этой точки сейчас 6 сантиметров вверх отмеряем. Перпендикулярно вот этому углу и параллельно Y оси. 6 сантиметров. Ставим точку. И затем эту точку соединяем с этим местом. От Y оси до сюда отмерили 46 сантиметров. Поставили точку. И от этой точки наверх отмерили 6 сантиметров. Поставили точку. И от этой точки, которая у нас получилась, соединяем сейчас нашу первую Y-линию. Затем от этого угла отмеряем вверх 39 сантиметров 8 миллиметров. Соединяем. Третий шаг. По Y-оси отмеряем 384 миллиметра. Отмерили, поставили точку. От Y-оси 237 миллиметров отмеряем. Ставим точку. И с второй стороны тоже 237. Ставим точку. И эти две точки, которые от Y-оси по 237, соединяем вместе. Эта линия нам необходима для того, чтобы отмерить расстояние отсюда вверх. И это расстояние будет 384. Отмеряем вверх. Отсюда 384. Отсюда тоже 384. Сейчас соединяем эти две линии, которые по 384. Затем от этой линии, которая была 384, соединяем с этой линией, которая была 398 миллиметров. Сейчас будем вырезать этот ранец.
Так, ну вот вырезали такой вот прекрасный транец, который пойдет на заднюю часть лодки. И на него еще будет вырезаться подранец, вот он будет такой вот, чтобы усилить. И на это место можно будет вешать спокойно мотор 5 лошадей и больше. Вырезанное днище, которое состоит из двух кусков 9-миллиметровой фанеры, скреплено друг с другом, чтобы она не гуляла бы туда-сюда. Сейчас вот по линии нужно вышлифовать это все дело. Когда мы две части днища отшлифовали в размер, пока они соединены вместе, просверлим отверстие. Отверстие будем просверливать через каждых 20 сантиметров. И там, где будет изгибаться, возьмем 5 сантиметров, так как там будет больше напруга. И от кромки 1 сантиметр. Берем сверло, вставляем в дрельку и просверливаем отверстие. Следующий момент, когда мы высверлили отверстие под хомуты, которыми будем соединять две детали вместе, значит детали борта, одна деталь и под ним вторая деталь борта. Сначала соединяем вот это место, да, где более плавно идет, вот так, не вот это место, которое большим изгибом, а вот это. Потому что это будет середина днища. И эти две детали откроются как книга. Не путаем. Хомуты просовываем и сильно не зажимаем. Если мы сильно зажмем, мы не сможем открыть, и хомуты порвутся. Закреплю хомутами, и тогда уже включится. Соединили мы центр дна. И сейчас на ваших глазах вы все поймете, почему это центр. Сейчас мы будем открывать, я еще не открывал. Сделаем это вместе с вами все. Вот так вот. Оп. Вот это будет дно. Для именно сборки лодки самой, когда мы уже будем шивать дно с бортами, мы еще построим стапель. Так что пока что откладываем наше дно в сторонку и начнем выводить в одинаковый размер наши борта. Просто берем и вместе соединяем две детали, чтобы они не ходили бы, и мы могли бы вывести в размер. Шлиф машинки. Борта отшлифовали, ложим их в сторону. Чтобы лодку легче создать, нам понадобится стапель-кондуктор. Чтобы его сделать, нам необходимо взять обрезки фанеры и выпилить вот такие вот детали. Я это уже сделал. К сожалению, я этого не заснял, но это не беда. Все размеры есть. Вот. Центр 110. Затем в одну и в другую сторону 32,75 отмечаем. И вверх 221. И соединяем. Так вот. Второй. Центр 89 вверх. Влево-вправо 513 миллиметров. 513 сюда, 513 туда. И вверх 14 сантиметров. И от 14 сантиметров на 89. Чик. Чертим, вырезаем. И третий такой вот кусочек. 49 центр вверх. Влево 50 сантиметров 4 миллиметра, вправо 54 миллиметра, вверх 130 миллиметров и со 130 на 49. Я надеюсь, все понятно. Для стапель-кондуктора нам понадобится брус или доска. По размерам на нее будут устанавливаться вот эти вот шаблончики, грубо говоря. Вот так вот, да.
и третий туда. Сейчас мы на ней отметим размеры для того, чтобы закрепить наши вырезанные заранее шаблоны. Для стапель кондуктора я использую брус 100 на 50. Меряем такие размеры. 50 сантиметров. Ставим точку. И еще плюсуем ширину фанеры. Значит, это 9 миллиметров. Еще одну точку ставим на 59. Затем следующее. От этих 59 миллиметров отмеряем 1 метр и 10 сантиметров. Отмерили. И еще плюсуем 9 миллиметров. Толщина фанеры вот 9 миллиметров. Так. Плюсуем. И 80 сантиметров. Есть размеры, берем угольничек, протягиваем линию. Разделили наполовину этот брус. Слева-справа по 50 миллиметров. Так вот центр. Чтобы не так, а именно по центру. Эти заготовки, которые не сильно широкие, можно просверлить сверлом и затем закрутить шурупом. Так, отверстие просверлили. Если мы отверстие не просверлим, будем сразу крутить шуруп, то фанеру просто разорвет. И выставляем по меткам. И проверяем, чтобы это все дело было бы перпендикулярно. Спросите, как сделать следующий, так как сверла не хватает длины. Будущий стапель берем, переворачиваем на бок. Просверливаем с этих сторон. Затем ставим вот так по меточке нашей, да, видим где дырочки. Вот, делаем отметки вот так вот, дырки. Раз. Посередине, понятно. И туда. Сделали отметочки такие. И по этим отметкам здесь просверлим отверстие. То же самое. Ставим. Вот наш центр. К центру. Видим дырочка раз. Тут. И тут. И просверлим. Перед тем, как прикручивать вот такое вот дело фанеру, да неважно куда, обязательно надо высверлить отверстия, дырки для шурупов. Иначе у вас просто фанеру разорвет. Когда шуруп закручивается, в отверстие, которое мы сделали, он без проблем проходит и он цепляется, и все четко держится. Если нету просверленного отверстия, он идет и просто все выталкивает и рвет. Давайте сделаем это. Еще один момент. Надо выставить 90 градусов, чтобы было бы между брусом и шаблоном на самом стапеле, да? Вот. Он отходит обратно и нету, да? Берем шурупчик и так вот его прикручиваем насквозь. Прикрутили и смотрим. Все четко. Если нужно на ту сторону, тогда с той стороны прикручиваем. На эту сторону, с этой стороны. Все регулируется, все четко. Поставим днище на этот стапель. Еще один важный момент, сам стапель тоже нужно закрепить. Сейчас нам необходимо отмерить размер. 40 сантиметров, 1 миллиметр отмечаем. Затем протягиваем линию между двумя отметками. Протягиваем. На этой линии отмечаем места, которые мы просверлим насквозь. Поставим шпагмаут, в котором тоже просверлим дырки насквозь. И с той стороны шурупами его притянем. Шпагмаут большой, который будет на заднюю часть лодки. Поставили. И смотрим, чтобы этот угол шпагмаута и этот угол шпагмаута были бриты с днищем. Просверлили дырочки. Отметки сделаем. Одна отметочка, вторая отметочка, третья отметка. Делаем отметку на шпагмауте самом и на фанере. Здесь то же самое на шпагмауте и на фанере. В моем случае отсюда до сюда размер 40 сантиметров и 5 миллиметров. И здесь то же самое. Отсюда до сюда
45 миллиметров. По отметкам высверливаем дырочки. Затем берем шурупчики. Шурупчики обязательно должны быть потолще, чем ваши дырочки просверленные. Да? Так, отверстие мы под шурупы просверлили. И сейчас начинаем закручивать. Шпагмаут к самому днищу прикручивается. Следующий момент: от первого шпагмаута, который мы уже установили, отмеряем по краю 114,6. Ставим метку, да, с одной стороны, и 114,6 с второй стороны. Ставим метку. В моем случае 114,6 получилось от первого шпагмаута, который мы уже прикрутили, до второго. Это вымеряется таким способом: прикладываем шпагмаут к днищу, краем, давим вниз и смотрим с этой стороны за подлицо и с второй стороны тоже за подлицо. Вот. В моем случае получился 1,14,6 мм. В вашем случае может получиться шпагмаут и здесь, и здесь, и здесь. Все делаем методом тыка. Тут поближе я надавлю. Шпагмаут выходит за кромку дна. Когда мы нашли расстояние, ставим, прижимаем. Да, кстати, это хорошо делать, когда два человека. У вас есть помощник. Но можно и одному сделать. Только будет больше времени. Сделаем метки для отверстий наших. 2 сантиметра от кромки, 4 миллиметра сюда. Вторую сделаем 25 сантиметров от кромки, 4 миллиметра сюда. Затем берем наш замечательный шпагмаут. То же самое отмеряем от кромки 2 сантиметра и 25 сантиметров. Меточки сделали. Отверстие мы просверлили в днище и в шпагмауты самих. И сейчас берем наши шурупчики и кручиваем это все дело. Прикрутил уже сюда и туда шуруп. И еще прикрутим 2 шурупчика, заранее подготовленные отверстия. Эти шурупы, которые мы прикрутили, они у нас временные. Когда лодка вся склеится, мы их выкрутим. На данный момент мы с вами стянули хомутами днище лодки и уже установили 2 шпангаута. И затем будем к дну пришивать борта. И фанера будет понемножку становиться лодкой. Сейчас такой интересный момент. Нам нужно нос лодки вот так вот согнуть. Руками это нереально сделать. Хорошо, согнуть можно, но нужно отмерить то место, где будет прекрасный шпангаут. Поэтому в одиночку это сделать очень сложно. Для этого мы попробуем вот такую схему. Возьмем лебедочку. Итак, попытка номер 2. С тропами лодку, чтобы она так вот согнулась, удалась. Сейчас тоже методом тыка ставим, так сказать, чтобы вот эта кромка была бы с этой кромкой, кромка шпагмаута, угол шпагмаута, чтобы был бы с кромкой днища, да, с одной стороны, вот так, был бы, и с другой стороны то же самое. Делаем отметки, протянем линию и 2 сантиметра возьмем один шуруп, и сантиметров 15 второй шуруп, 2 сантиметра и 15 второй шуруп. 2 сантиметра отметку ставим и 15 сантиметров ставим тоже отметочку. Здесь такой момент. Сверлим не перпендикулярно лодке, а сверлим перпендикулярно полу, на котором мы стоим, да?
На днище мы отметили и просверлили дырочки. И то же самое делаем на самом шпангауте. 2 сантиметра и 15 сантиметров. И с этой стороны то же самое делаем. Сначала я прикрутил вот этот край одним шурупчиком. Сейчас подтянем это дело немножко. Шпангаут мы закрепили. При помощи шурупов можем отпускать. Итак, ребята, мы с вами сшили дно лодки, закрепили на него шпангауты, 3 штуки. И сейчас нам нужно прикрепить борта к этой всей конструкции. Значит, борта у меня там внизу. Сейчас я их достану, раскручу и будем прикручивать борта. Ну как прикручивать, ставить на хомуты, так сказать, сшивать. И посмотрим, что будет. Значит так, сейчас отмерим это расстояние, так как у нас тут уже есть одно отверстие высветлено. И то же самое расстояние откинем на самом борте. Попробуем высверлить дырку и захомутать. Посмотрим, что получится. С этой стороны закрепили на один хомутик, сильно не зажимаем, чтобы можно было поиграться. Важный момент, когда вы пришиваете борта, нужно с одной стороны пришивать и с второй стороны одновременно, чтобы напряжение, так сказать, разделилось бы одинаково на одну сторону и на вторую. Смотрите, как замечательно то, что мы сделали стол на колесик, потому что можем в любой момент повернуть, куда хочешь, перевернуть, куда хочешь и так далее. Да? Никакого геморроя. И на этой стороне делаем то же самое. Отмеряем, значит, расстояние до этого отверстия. Здесь тоже 2,5 сантиметра. Можем сразу отмерить и второе отверстие. Берем хомут один. Борта начинаем пришивать к днищу лодки с кормы, то есть с задней части и вперед. 1, 1, 1, 1. Да, сшивание бортов это такой довольно-таки нудный процесс и трудоемкий в одиночку. Если бы было бы 2 человека, то я думаю, раза 3 это дело быстрее шло. Ну ничего, продолжаем. Итак, друзья, мы дошли до начала лодки, так сказать, до носа. Сейчас нам надо будет этот нос вот так вот сшить хомутами. Здесь пока что ничего не трогаем. Берем линию. И с этой стороны делаем то же самое. Берем сантиметр. Сейчас на этой линии ставим метки. 2 сантиметра, 5, 10, 15, 20, 25, 27. С этой стороны то же самое, да? И сейчас важный момент. Нужно вот это все дело нам как-то вместе тоже скрепить хомутами. Не уверен, выдержат ли эти хомуты. Может быть, надо будет другие хомуты покупать. Но попробуем. Кстати, поделись этим видео, подпишись на канал, поставь лайк. Для меня это очень важно, а тебе это не сложно. Такая напруга идет нереальная. Ну, попробуем. Если была бы у нас медная проволока, то, я думаю, проблем сильно не было бы. Мы бы ее так бы крутили бы, и все стянулось бы. Единственная проблема могла быть в том, что сама фанера не выдержала и порвалась бы. Ну, посмотрим. Так, что-то тут отошло.
Так, процесс следующий. Срезал я тут пару хомутиков. Она немножко раскрылась, немножко расслабилась эта часть. Может быть, сейчас получится. Если не получится в ноль стянуть, ничего страшного, оставим так. Тогда мы просто вырежем с фанеры кусок такой, сюда вклеим, на галтель поставим и забудем. Будет железобетон. Установим его на нашу лодку. Значит, для этого нам понадобится просверлить несколько отверстий в бортах и несколько отверстий в днище лодки, для того, чтобы прикрутить этот ранец. Если мы не просверлим, будем сразу прикручивать, то фанеру разорвет. Значит так, начинаем просверливать. Первым делом отмеряем днище лодки на одной половине и на второй по 5 сантиметров, начиная от центра. Значит, вот у нас центр, ставим 5 сантиметров отметка есть. И 5 сантиметров тоже отметка есть. Отмерили по 5 сантиметров. Затем на самом трансе тоже берем 5 сантиметров, отмеряем. Вот таким вот образом. От центра 5 сантиметров я уже вот отмерил. И от центра 5 сантиметров я тоже отмерил. Берем свердло, свердливаем дырочки по центру фанеры. По нашим отметкам на самом днище. Просверлили на днище отверстие. И сейчас то же самое просверлим на самом трансе. Насквозь. И тогда уже закрутим шурупы. Затем берем шурупы. И будем пробовать насаживать. Это дело все вот так вот. Хоп. В одно отверстие попали. Одно закрутили и закручиваем второй. Смотрим, чтобы транец был бы заподлицо с дном. Так вот. Прикрутили этих два шурупа. Посмотрели то, что у нас дно заподлицо с трансом. Будем прикручивать это место. Но перед тем, как прикрутить, надо тоже просверлить отверстие. Иначе, повторюсь, вырвет шуруп всю фанеру. И она потрескается. Обязательно просверливаем. И смотрим, чтобы тоже было бы заподлицо. Настраиваем. И просверливаем. И вкручиваем шурупчик. Если у вас транец немножко, скажем так, выходит вниз, ничего страшного, это можно потом отшлифовать, и будет все вровень. То же самое делаем с этой стороны. Борт вот так поджимаем. Смотрим, чтобы было бы заподлицо. Просверливаем. Берем шурупчик. Можем даже сначала вот так вот насадить в наше отверстие. И тогда прикручиваем. В принципе, еще можно здесь просверлить и с той стороны тоже просверлить, чтобы днище не гуляло бы. Эти шурупы потом будут выкручиваться, когда мы галтелью все проклеим с внутренней стороны. По самой кромке то же самое сделаем. Танец мы прикрутили снизу к днищу. Получилось вот так вот. Видите, все заподлицо. Если где-то что-то немножко выходит, это не беда. Мы отшлифуем в один уровень. Сейчас соединим борта вместе с трансом.
На бортах у нас 6-миллиметровая фанера, поэтому надо очень аккуратно просверливать. Лишние шурупы мы в борта не будем прикручивать, потому что 6-миллиметровая фанера ее довольно-таки выламывает. Значит, здесь странец один прикрутили с самого боку и наверху прикрутили один шурупчик. Борт у нас держится. Все, больше крутить не будем, потому что вот выламывает. И то же самое сделаем с этой стороны. Ребята, транец мы прикрутили, и сейчас мы можем выставлять шпангауты. Значит, тоже будем их прикручивать на временные шурупы. Итак, чтобы выставить шпангауты, нам необходима линейка. И от транса, отсюда, с этого края, до самого шпангаута отмеряем расстояние. Здесь получается у нас 46. И с этой стороны получается тоже 46. Все отлично. Сейчас мы еще поставим меточку карандашом. Ставим метку на 46. И с этой стороны тоже ставим метку на 46. Я повторюсь, у вас может быть немножко другой размер. В моем случае получилось расстояние от транса до самого шпангаута 46 сантиметров с этой стороны и с этой стороны. У вас может получиться 45 или 47. Но главное, чтобы с обоих сторон было бы одинаковое расстояние. Да? То есть 46 и 46. И проделаем то же самое, что с трансом лодки. В самих бортах просверливаем отверстие и шпангауте и прикручиваем на шурупы. Смотрим нашу отметочку и просверливаем отверстие. Сразу же берем шуруповерт, барбадер так называемый. Кстати, напишите в комментариях, как у вас называется вот такой вот шуруповерт. У нас это называется барбадер. Прикручиваем. Все по меточкам делаем. И то же самое проделаем с другой стороны. Здесь прикручено сверху. И здесь прикручено сверху. Вот все держится. Расстояние тут 46 сантиметров. И здесь тоже 46 сантиметров. У вас может быть другое расстояние. Но главное, чтобы это было бы все одинаковое. И сам транец у нас тоже держится вот так вот. Когда мы закрепили вот этот шпангаут, от него отмеряем до середины шпангаута, тоже, чтобы было бы одинаковое расстояние с этой стороны и с той стороны. Отмеряем 113,5. Тут у нас получается 113. Ну, я тоже отметочку поставлю 113,5 с этой стороны. Так вот, просто подвину. Вот. Так, отметочку я поставил 113,5. Просверливаем. Продолжаем отмерять расстояние от среднего шпангаута до первого шпангаута. Получаем 97,5. И делаем отметку. С этой стороны тоже 97,5 отмеряем. Так вот отмерили, подвинули. От этого шпангаута от одной стороны и другой стороны до носа тоже должно быть одинаковое расстояние. 79. И тоже 79. Ребята, транец мы закрепили, шпангауты мы тоже закрепили на временные шурупы. Сейчас самое время это все дело склеить. Начнем склеивать лодку изнутри. Сейчас нам необходимо подготовить галтель. С помощью галтели мы будем склеивать лодку, борта с днищем и шпангауты. Для этого нам необходима полиэфирная смола. Можно использовать и эпоксидную смолу, но эпоксидная смола будет дороже вам стоить. Так что берем полиэфирную смолу и не паримся. Затем древесная стружка. Древесинная. Короче, древесинная пыль, стружка. Сама емкость, в которой мы будем это дело все замешивать. Респиратор, естественно. Для этой смолы пропорция следующая. 2% отвердителя. Значит, 100 грамм смолы наливаем и 2 грамма наливаем отвердителя. Такие вот весы точные. Нальем респиратор и работаем. «300 грамм смолы я налил и 6 грамм отвердителя.
Перемешиваем это все дело. И добавляем стружки. Я по периметру сделал, чтобы весь периметр взять. Этого слоя мало. Надо, чтобы было бы вот так вот. Берем шпатель 4 сантиметра в диаметре и ведем. И получается тогда вот такой вот слой нашей галтели. Все будет прекрасно у вас. Надо заделать нам вот это прекрасное отверстие, которое похоже на вот ромб. Для этого мы будем использовать молоток и такую вот картонку. Приложим, держим и отобьем по кантику. И на картонке отпечатается наше отверстие, которое надо заделать. И снутри размер отметим, насколько глубоко. Вот отбилось. И тут мы карандашиком отметим до сюда. И просто берем, вырезаем эту прекрасную фигурочку. Примеряем. Вот так все получилось прекрасно. Берем фанеры, что у нас осталось, обрезки, ложим вот в наш прекрасный картончик, который мы отбили и вырезали. Так вот приложили и начертили этот треугольник. Будем его вырезать. Отрежем этот хомутик, который в самом мешку. Ставим треугольник, который вырезали. Затем нам надо снять кантик. Видите, здесь уже снял, чтобы вот так хорошо бы ложилось бы. С другой стороны проделаем то же самое шлифмашинкой. Получилась у нас вот такая вот прекрасная деталь в виде треугольника, которую мы будем вставлять вот сюда, да. Если кто-то думает, что это полная хрень, вот этот кусочек, который вставляем, то ничего подобного. Когда это все склеится, обошьется стеклотканью и так далее, здесь будет просто железно-бетонно. И на лодке въедем какой-нибудь камень, не развалится лодка, 100%. Хотя, как говорится, с дури можно и сломать. Я могу дать без проблем гарантию 5 лет. Это без проблем. Но я думаю, она даже и 10 лет прослужит. Я делаю так. Если делать с 3-миллиметровой или 4-миллиметровой фанеры, я не знаю. Как бы, я думаю, тоже гарантию можно давать там, лет 5. Но это не проверенный вариант. А именно с таких размеров. Толщины фанеры, трансов, подтрансов, галтели и так далее. Я могу дать гарантию минимум 5 лет. Потому что я это сам проверил. Все зашлифуем красивенько, нанесем полиэфирную смолу и наверх стеклоткань. И опять полиэфирной смолой это все обработаем. Нужно перевернуть лодку для подготовки оклейкой стеклотканью. Было бы очень хорошо иметь какого-нибудь помощника. Ну да ладно, лодка в принципе не такая тяжелая. Лодка не тяжелая, но неудобная. Скажем так, как матрешка. Одно неловкое движение и все упадет. Первым делом начнем срезать вот эти вот хомутики. Затем будем ложить галтель. Значит, шпаклевать 2 половины дна. Зашпаклюем. Потому что здесь у нас вот щели видно, да? Но если бы даже щелей не было бы, все равно надо было бы шпаклевать, проклеивать. Вот эти вот места, значит. Когда прошли лепестковым диском, сняли наши излишки, сейчас возьмем опять роторную шлифмашиночку и уже более аккуратненько тут все обработаем. Для изготовления нашей шпаклевки, называется это галтель, нам понадобятся весы, полиэфирная смола, отвердитель, палочка, чем это все дело размешать. Наливаем. Я думаю, граммов 100 для начала попробуем сделать.
Так. На 100 грамм смолы наливаем 2 грамма отвердителя. Затем это все дело перемешиваем. Когда перемешали, выливаем в другую емкость, в которой будем добавлять нашу древесную муку. И добавляем. И начинаем заполнять наши щели. Лишнего не надо бояться, это все потом сошлифуется. Лучше больше, но никак не меньше. Друзья, подписчики мои, прошли сутки, и галтель засохла, все прекрасно склеилось, оно такое стало, как камень прямо. Сейчас настало время отшлифовать это все, привести культурный вид, так сказать, потому что сейчас это выглядит так, как бы выразиться помягче, не очень, скажем так, да? Но сейчас мы это все отшлифуем, и будет прекрасно. Погнали! Значит, мы ее всю полностью отшлифовали, убрали все изъяны, подготовили лодку к оклейке стеклотканью. Так что следующее. Начнем обклеивать дно и борта стеклотканью. И затем это все дело будем красить. Будем эту стеклоткань нарезать вот такими вот полосками, которые будут перекрывать дно именно по шву. 12 сантиметров шириной стеклоткань сейчас вырежем от конца лодки и до начала лодки будет такая вот у нас полоса, и мы ее приклеим. И так же самое сделаем с бортами, борт, дно, тоже такую же самую полосочку проклеим с одной и второй стороны. И на самом носу мы тоже здесь проклеим, я думаю, 2, наверное, такие полосы, чтобы это все дело крепко держалось бы. В принципе, можно было бы клеить и один слой стеклоткани, и все, не заморачиваться вот с этими кусками. Но я делаю так, потому что именно дно, где соединяется, это место подвергается большим нагрузкам. Точнее, не нагрузкам, а удары об камни при швартовке к берегу и так далее. Поэтому эти места, где стыки, я укрепляю полосками и затем уже полностью будем отклеивать стеклотканью. Но сейчас отрежем. У меня вот имеются такие вот обрезки. Просто расстелим сейчас. Если будет неровно, это вообще не беда. Стеклоткань, она разгладится. Где-то может быть пошире, где-то может быть поуже. Не уже 12 сантиметров. 12 сантиметров, чтобы было бы. Так вот. Если пошире, это будет только лучше. И, кстати, надо использовать очень хорошие ножницы. Если у вас будут простые канцелярские ножницы, вы замотохаетесь с ними, потому что они быстро тупятся. Ребята, когда будем клеить эти полосы, обязательно начинаем именно с конца лодки, потому что последующая должна накладываться наверх, потому что лодка у нас плывет, как мы знаем, вперед, да, в основном. Ну, задним ходом тоже она плывет, но в основном вперед. Поэтому вот так накладываем нахлест, а не так. Как говорится, по воде. Первый кусочек у нас дошел до сюда. Следующий кусок уже отмеряем от этого и до самого начала лодки, вот до носа. И немножко берем запасик, чтобы на первый кусочек, ну, сантиметров 5-10 заходило бы. Не впритык. Так вот. Оп. На глаз смотрим. Так, до сюда. Зарезаем. И то же самое, 12 сантиметров. И сейчас подготовим такие же самые кусочки для стыков борта и днища. С одной стороны и второй стороны. Так, ребята, нарезали мы такие ленточки. Подготовили по размерчику все, да. Проклейку начинаем с задней части лодки. Вот проклеили одну ленточку, поставили вторую нахлест. Ну и сейчас я замешаю
полиэфирную смолу с отвердителем. Как всегда, отвердителя добавляем 2%. Для начала, я думаю, замешаю граммов 200 полиэфирной смолы и добавлю туда 4 грамма отвердителя. Все перемешаю. И тогда будем клеить. Тут главное смотреть, чтобы не было пузырей воздушных. Вот стеклоткань накладываем нахлест, да, видите, наверх, на первый кусок. Когда проклеили, проверили то, что нету пузырей, проинспектировали это все дело. Кисточку надо поставить в ацетон, иначе через минут 10 кисточку можно будет просто выкинуть. Спокойненько поставили в ацетон и в сторонку. На углах не переживаем, стеклоткань очень эластична, она принимает форму, если хорошо ее пропитать смолой. Проверили то, что нету пузырей. Это обязательно надо смотреть, потому что если будет пузырь, это есть нехорошо. Сейчас можно то же самое повторить и с той стороны. А потом уже начнем центр проклеивать. А тут пока высохнет. Для оклейки стыка именно борта и днища мне хватило 200 грамм. 200 грамм, да. Мне хватило 200 грамм полиэфирной смолы с отвердителем. Так что я опять замешаю столько же и проклеим вот это место. Да, всегда замешивайте столько смолы, сколько вы можете выработать за один раз. Так как если вы много замешаете, начнете вырабатывать, и она загустеет, и затвердеет, и просто материал пойдет на смарку. Об этом не забываем. Лучше даже иногда меньше замешать, но тоже это зависит от ситуации. Если вам конкретно какую-то деталь надо склеить одним махом, тогда лучше сделать, может быть, немножко побольше. Первым делом, как замешать смолу, достанем нашу кисточку с ацетона. Вытерем очень хорошо, чтобы ацетон не оставался бы, так как ацетон разрушает полиэфирную смолу. Ну вот, мы видим, тут капают капли, пока что мы ее в сторонку поставим, кисточку, пусть все стекет. Желательно иметь 2 кисточки, да, пока одна сохнет от ацетона, этой мы можем работать. И затем мы эту поставим в ацетон, обработаем, почистим, сохнет, и то и работаем. И так вот меняем. А так не принципиально, но я вам советую так делать. Relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Ребята, стыки мы только что с вами обклеили стеклотканью. Тем временем, пока мы пообедали, прошло где-то 2 часа. Полиэфирная смола уже схватилась. Все прекрасно, все чудесно засохло. Сейчас самое время обработать наши швы вот таким вот аппаратом, роторной шлифмашинкой. Обрабатываем без особого фанатизма, нам просто нужно снять вот эти вот места, да, где ворсинки торчат. Сейчас я поближе покажу. Вот эти вот места. Обрабатываем аккуратно, чтобы насквозь нашей ленте не пройти, да, не пройти до фанеры самой. Аккуратненько снимаем. Чувствуем, что нету никаких занос и ничего такого. Следующее дело. Берем нашу стеклоткань и разматываем. Будем, так сказать, примерять ее, и тогда выберем, как нам лучше ее разрезать. Или по половине лодки сразу вот дно, борт,
клеить, или только дно сначала обклеить и потом борта. Сейчас посмотрим. Но я думаю, скорее всего, мы будем сразу обклеивать дно и борт. Хорошо видно то, что стеклоткань перекрывает весь борт и днище как раз до половины. Это нас устраивает. С этого места у нас будет тройное переплетение стеклоткани. Значит, сначала была у нас одна ленточка, затем вот это будет и вторая сторона. Значит, нос вообще будет конкретно не убивать. Итак, ребята, смола засохла, прошло около 2 часов. Сейчас нам нужно убрать излишки стеклоткани, которые вот выходят за борта. Возьмем просто ножницы и обрежем. В местах, в которые мы не можем подлезть ножницами, просто возьмем шлифмашиночку роторную и отшлифуем излишки стеклоткани. Когда стеклотканью обклеили одну сторону лодки, будем обклеивать вторую сторону лодки. Логично, да? Но перед тем, как это делать, необходимо роторной шлифмашинкой пройтись еще разочек, так как где стеклоткань, которую мы только что наклеили, заканчивается, вот тут тоже получаются такие неровности. Надо вышлифовать это все, чтобы было ровненько. Если мы этого не сделаем, тогда будем ложить стеклоткань следующую, и будут пузыри воздуха, которые будет довольно-таки тяжело выдавить. Поэтому шлифуем это дело. Ребята обработали и вторую половину лодки. Сейчас это все дело пусть сохнет. Сейчас мы с вами размешаем полиэфирную смолу с отвердителем и начнем покрывать всю лодку изнутри. Ну, я думаю, для начала мы замешаем 300 граммов смолы. И просто кисточкой начнем так хоп-хоп. Все, как красим. Ну вот, ребятки, покрыли мы полиэфирной смолой всю внутренность лодки нашей. Сейчас нужно дождаться, когда это все дело прекрасно высохнет. Короче, вот это вот есть ранец. Сейчас его тоже надо проклеить. Значит, возьмем стеклоткань, вырежем и приклеим. Приклеили мы стеклоткань к трансу, сейчас она высохнет, я думаю, часа 2 нам это займет. Хотя, ребята, лодку уже хочется просто вот быстрее уже покрасить наконец-то. Вот прям даже дожидаться не хочется, пока высохнет вот это вот все дело, да. Взял бы сейчас все бы и красил бы. А надо перед тем, как красить ее, обезжирить обязательно, да. Тем временем, пока это дело у нас все сохнет, то, что транец, да, я привез такие вот брусики, мини-брусики, лекты так называемые, 25 на 50, 25 на 50. Но рекомендуется использовать 30 на 40, да. Мини-брусики, скажем так, для того, чтобы сделать привальный брус. Вот так вот будет это все выглядеть дело. К самому борту лодки будет прикручиваться. Шлифую, чтобы время не тратить зря. А шлифуем мы для чего вот это место, да, обязательно? Потому что оно будет клеиться с бортом. Да, чтобы конкретно все склеилось бы. Лодочку выгнал на улицу, чтобы она быстрее обсохла бы. Сейчас водичкой протерем, потом обезжиривателем. Мне некоторые даже говорили, чтобы лодку не красить какого-то там цвета, как я буду красить зеленого, а оставить чисто такую прозрачную. Как бы интересный такой вариант, да? Но это было бы интереснее, если тут был бы какой-то узор, скажем так, фейковая доска, бук, тик, что-нибудь такое, тогда да. А так как просто фанера, то я думаю, лучше покрасить. Но идея неплохая. Вот так вот она блестит у нас на улице, на солнышке красиво. Один привальный брус я с помощью друга уже, конечно, прикрутил, да.
но 2 штуки уже таких сломались. Перед тем, как приклеить привальный брус, обязательно полиэфирной смолой, естественно, с отвердителем, да, промажем вот эти вот места, которым будем клеить привальный брус. Так вот, хорошенечко промажем. И сам привальный брус тоже промазали. Именно ту сторону, которая будет клеиться, естественно, да. Извините за качество съемки. Тут ракурс мы не можем поменять. Приклеили мы привальный брус. Для начала взяли на шурупы, его насадили, пока клей сохнет. Потом все шурупы мы снимем, и будет огонь. Следующее, чем мы займемся, нам нужно сделать сиденье. Сиденье, значит, делать будем так. Из фанеры 9 берем вот тумсток или рулетка простая, и берем, отмеряем все размеры. Значит, вот внутри лодки ширина такая, ширина это, все размеры. Нарисовали это на листике. Переведем наши размеры на фанеру и затем вырежем лобзиком. Ну, а потом уже подгоним. Это все дело промазывали галтелью, шпаклевали. И сейчас шлифмашинкой обработали. Получилось как-то так. По-моему, очень даже неплохо. Но еще придется доработать, и будет вообще идеально. Открутили шурупы изнутри лодки, которые держали привальный брус. Все держится очень хорошо. Прошли сутки. Идеально держится. Затем еще сделали такую. Поставили детальку. Но я не показывал, как я его вырезал, и размеры тоже, потому что размеры у каждого индивидуальные. Тут уже сам по месту будешь ты мерить, когда делаешь лодку, да. Отсюда отмеришь, до сюда размер, снизу и высота. Сиденье ляжет, и она никуда уже не продавится. Ну и такие вот еще сделали, скажем так, держатели сиденья посередине. Ну, то же самое отмеряю, чтобы одинаково были бы шпангоутом в одной плоскости. Вот. Ну и сейчас это все дело мы будем красить. Перед покраской обработаем это все дело white спиритом, обезжирим, так сказать. И тогда уже будем красить краскопультом. Ну и посмотрим, что получится. Так, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях или пишите на электронную почту. Постараюсь всем ответить, дать совет, если нужен будет. Не стесняемся, подписываемся на канал, ставим лайки, не пропускаем новые видео. — 400 грамм краски нам хватило, чтобы окрасить вот столько одним слоем. Вот мы и сделали нашу прекрасную лодочку, которая 3,20 длиною, ширина 1,40 м. Грузоподъемность, я думаю, килограммов 400, это как минимум, даже 450. Эту лодочку попробуем опрокинуть. Сейчас мы на лодку устанавливаем моторчик, электродвигатель 55 ЛБС. 24 килограмма он толкает. Когда будем опрокидывать, естественно, уже мотор мы снимем, чтобы не утопить. Моторчик новенький, еще ни разу в воду, так сказать, мы его не окунали. Ну вот, произошел у нас первый спуск на воду. Сейчас мы вдвоем сначала проверим лодку, насколько она устойчивая. Потом уже девчонок посадим. Это электродвигатель. 55 ЛБС. Лодка идет, в принципе, неплохо. Идеально пришвартовались даже.
Друзья, лодочка у нас получилась шикарная. И это испытание лодки тому доказательство. Такую лодку перевернуть, как вы видите, довольно-таки непросто. Так что смело смотрите все видео, как построить лодку собственноручно из фанеры, так как я вам гарантировал результат. И вот вы сами видите, какой результат. А если у вас есть какие-то вопросы именно по строительству этой лодки, то смело пишите в комментарии, спрашивайте, задавайте свои вопросы. Я постараюсь на все вопросы ответить. Тратили мы 10 квадратных метров фанеры, 10 квадратных метров стеклоткани, 1 квадратный метр стекломата, 10 литров полиэфирной смолы, 4 килограмма топ-каута, это краска зеленая, которой мы красили. Потом по мелочевке хомутики, кисточки, емкости. Если вам понравились эти серии, как построить лодку из фанеры собственноручно, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки.